Итак, приветствую всех, друзья мои, на моем канале. Сегодня хочу рассказать и показать такой аксессуар. Это карт-холдер на 11 карт. Очень интересный, оригинальный вид и конструкция у него. Очень удобно пользоваться. Открывается таким образом. И вот так вот он выглядит, как вы можете видеть. То есть веер такой интересный. Очень хороший и легкий доступ к картам. Помещается сюда 11 карт, если в каждую ячейку. В средней ячейке можно вставить по 2 карты. В крайней ячейке нежелательно, потому что будет напряжение кожи. В общем, будет он неудобно закрываться. А в центральной можно. Вот большое количество карт. Вставляется легко. Один раз наполнили и можно пользоваться. Для людей, у которых много скидочных карт, какие-то пропуска, какие-то там карты фитнес-центров и так далее, и так далее. Вот. Вот так вот он выглядит. На мой взгляд, вид у него очень оригинальный, очень удобный в эксплуатации. То есть достается легко, вставляется легко, закрывается легко. Наполнение вот отлично все. При этом художественная обложка оригинальная. Сегодня, значит, кому это интересно, во-первых, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Все комментарии приветствуются, кроме хамства. Кому интересно, смотрим дальше, как его собрать. Хочу сразу обратить ваше внимание, что сборка этого аксессуара достаточно сложная. Он непростой в сборке. Но вот сегодня я расскажу, как его собрать от начала до конца. Смотрим, наслаждаемся. Поехали. Итак, приступим, друзья мои. Значит, вырезал я заготовочки. Заготовок всего-навсего два вида. Это внутренняя часть, куда будут, собственно говоря, вставляться карты, и обложка. Обложкой мы займемся попозже. Как я вырезал такое количество? Ну, все очень просто. Гораздо проще было сделать вот такой вот шаблончик. 6,5 размер каждого листика. 6,5 мм, 65 мм на 70 мм. Вот. То бишь вот такой шаблончик. Чик-чик-чик. Вырезается полоска. И дальше просто нарезается. И они получаются все идеально одинакового размера. И одинаково, нигде ничего не вылазит. Все четко. Вот. Делаем мы карт-холдер на 10 карт. Соответственно, в каждое отделение можно будет, в принципе, вставить по 2 карты. Размер. Почему такой размер? Значит, размер карты стандартный. Карта имеет 85 на 55. Размер нашего посадочного места, назовем вот это так, посадочного места, у нас 70 на 65. 70 это ширина будет. Ширина. Потому что у нас здесь есть еще шов, заберет по 4 мм с каждой стороны. И по 2 мм у нас на то, чтобы карта хорошо вставлялась. Даже не по 2, там побольше будет. Это уже проверено. И высота этого кармашка 65. 65 тоже. Почему 65? Потому что он будет не до самого низа карт-холдера, то есть будет какое-то расстояние. Снизу будет пустота. Вот. Ну и чтобы карта удобно вытаскивалась, вверху остается где-то 10 мм. Плюс сейчас мы сделаем определенные манипуляции с этими кармашками. Я сейчас покажу, как подготовить. Ну, вот возьмем одну пару и
полностью нужно их подготовить для дальнейшего сборки. Так, что нам для этого нужно будет? Значит, берем по 5 штучек, чтобы дело быстрее было. Уголочек есть такой, в уголочек все это дело ставим, ну, как шаблончик. Так, раз, два, есть. Далее четко по центру. Есть. Пробили. Далее. Теперь берем каждую штучку. Намечаем. Можно даже по сетке это делать, в принципе. Да, по сетке. Раз и два. Следующий этап. Срезаем по касательной. Раз и два. У нас получается такой вырез. Следующий этап. Уголочки эти немножечко скруглим. По одной такой простой причине, что человеческий глаз все-таки больше любит плавные переходы, чем острые углы. Поэтому смело, с небольшим радиусом. Раз. Раз. Так, вот так вот у нас получается вот такая вот штучка. Сейчас проделаем это все со всеми остальными. Вот так вот у нас будет вставляться карта. Соответственно, удобно ее будет отсюда вытаскивать и вставлять. Пробили и вырезали мы такую вот окантовку. Следующий этап очень важный на самом деле. Тут как бы с первого раза можно запутаться. Хочу обратить ваше внимание на следующий момент. Теперь нужно разложить все эти карты, все эти детали в правильном порядке. Что такое правильный порядок? Нужно их разложить навстречу таким образом. Вот так, через одну. Вот так. То есть одна наизнанку, тыльная сторона идет наизнанку, а лицевая идет лицевая. Вот. И вот так вот мы их раскладываем. И следующий момент. Прошивать нужно попарно. То есть сейчас нужно подготовить для прошивки, нужно пробить попарно. Вот берем как это будет выглядеть. Значит, вот одна пара. Чтобы получился веер, нужно эту часть пришить вот к этой части. То есть вот так, по центру. По центру. Вот так вот нужно сделать попарно с каждой парой. Вот здесь вот нужно проложить шов по центру. И после этого, когда будут вот такие вот пары у нас, нужно будет сшить уже непосредственно вот эти части. Вот здесь вот. И вот здесь. И тогда у нас получится такая гармошка. За счет
за счет этой гармошки, в общем-то, и получается этот эффект раскрывания такой красивый. Сейчас будем пробивать. В первую очередь прошиваются центральные швы. После того, как мы это сделаем, прошиваем крайние швы. Пробиваем опять с помощью уголка, чтобы оно никуда не делось. Сразу две детали пробиваем. Я, по крайней мере, бью так. Самым обычным пробойником. Раз, два. Есть. Так, вот две штучки я сделал. Прошил, да, по центру. Все у нас четко, ровненько, никто никуда не вылазит. Это радует. Следующий момент, когда все вот такие пары будут прошиты. Опять-таки на этих двух парах я сейчас покажу, как это происходит. Нам нужно сшить внутренние части. И так вот попарно, каждую внутреннюю часть. Что мы делаем? Мы пробиваем края. Сразу два слоя кожи, кожа тоненькая. Кстати говоря, я упустил момент, что для этого карт-холдера внутренность исключительно чем тоньше, тем лучше, потому что сама кожа набирает толщину, плюс карта имеет толщину, и оно все разбухает. Вот у меня кожа 0,7. Вот эта козочка, это кожа 0,7. И то она достаточно такая, в итоге получается пухленькая. Итак, проводим, начинаем сверху, и у нас всегда будет, за счет того, что у нас пробойник, вот это в данном случае четверочка, наживили, все, и этой четверочкой пробиваем. Все пробито тут и тут. То же самое делаем с этой. Есть. Теперь сшиваем это, вот эти внутренние части. Сейчас сошью, покажу, как это будет выглядеть. Прошил один сегмент. Вот так вот это выглядит. Вот так вот вставляется карта. Чудесно вставляется. Вот. Собственно говоря, сейчас нужно сшить все сегменты, пробить, сшить. Это довольно кропотливая работа. 10 пар. И все это дело соединить, естественно, то есть, чтобы уже получилась вот эта вот гармошка. Сейчас я все это буду делать, не буду занимать ваше время сшиванием, то есть принцип я вам показал. Когда я все это сошью, будем дальше разбирать, как дальше собирать его уже окончательно. Продолжаем разговор. Итак, после долгой продолжительной возни получилась такая вот штука, такая кассета. Не скажу, что это было легко и просто. Тут получается у нас достаточно много швов, и все они как бы друг другу мешают. В общем, есть определенные сложности, чтобы это дело сшить. Но, тем не менее, мы это все дело победили, и получилась такая кассета. Обращаю внимание, что за счет того, что все было вырезано под кондуктор, все у нас ровненько, все
чудесно. Сейчас мы еще торцы эти все обработаем. Будет вообще замечательно. Итак, что мы имеем? А имеем мы вот такую кассету. Вот так вот красиво она раскрывается. Вот. Толщина в принципе абсолютно адекватная. Адекватная толщина. Так вот раскрывается. Все удобно достается, удобно вкладывается. Вот. Так, сейчас переходим к торцам, чтобы это все было красиво. И начнем заниматься обложкой. После чего все уже будем собирать в кучку. Итак, зажали нашу кассету. Сейчас немножечко снимем, чтобы плоскость была более ровная, и убрать следы клея. Так, ну в принципе достаточно. Сейчас мы это все зачистим и заполируем. Так, убрали все лишнее. Сейчас прям так берем и так очень неплохо. С этой стороны то же самое. Так, есть такое дело. Ну что, переходим к обложке. Так, для обложки я сделал вот такое клише. Фактурная такая поверхность должна получиться интересная. Вот. Чтобы не промахнуться с размером, нужно ставить карты. Так. 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 Так, обрезаем. Угу. Здесь мы обрезаем, а здесь мы отметить, где у нас теснение. Теснение у нас будет. Тут у нас теснение, да. Тут клапан. Все. Теперь сколько у нас получается? 26. 26 можно где-то записать. Итак, погнали. Мочим кожу.
Так, намочили мы. Уже мягенькая. Все. Все, это дело под пресс идет. Все, под прессом постоять должно минуты 3-4. Посмотрим, что получится. Так, нужно вытаскивать и смотреть, что у нас получилось. За стол. По-моему, великолепно все вышло. Замурчательно, как говорится. Такая фактура шикарная. Так, теперь все это дело должно немножечко подсохнуть. Будем дальше заниматься. Итак, друзья мои, продолжаем разговор. Обложечка у нас готова. Теперь мы ее, нужно все под размер подогнать. Так, ставим, обрезаем. Раз. Так, закругляем. Закругляем здесь, закругляем здесь. Есть. Здесь пробиваем. Эту кнопку будем ставить в самую последнюю очередь, когда она уже ляжет как положено. А здесь делаем отверстие под ответную часть. Да, чудесно. Кнопочка становится. Но мы ее будем ставить после покраски. Еще один момент. Нам нужно все это, перед тем, как мы будем оформлять нашу обложку, нам нужно все разметить, пробить, сделать беговку там, где она нужна. Чем мы сейчас и займемся.
Есть одна часть белочки. И кантик. Сейчас сразу пройдемся. Отлично. Теперь нам нужно пробить по всему периметру. Все пробили, теперь будем окрашивать. Даем высохнуть, вскрываем финишем и собираем. Итак, подсохла наша обложка, теперь надо ее закрепить. Аппаратура Кенда Фарбен, финиш. Вскрываем 3 раза от механических повреждений, от влаги, от всего. Очень хорошее средство. Так, первый раз вскрыли, ждем 10-15 минут, вскрываем еще раз. Итак, подготовили мы наши 2 части. Обложка, заполирован все внутри, немножечко отформовал. Следующий этап, все это дело нужно собрать. На самом деле, как говорится, самый приятный этап наступает. Этап сборки. Уже вырисовывается данное изделие.
достойно смотрится. Итак, ставим сюда кнопку и будем пришивать. Пришивается по кругу. Тоже не очень удобно на самом деле, но ничего не поделаешь. Отсюда пошли сюда, 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 потом отсюда, сюда, сюда, сюда и здесь вернулись. Прошивается одним швом и в конце ставим кнопку. Все, опять-таки момент прошивки я как бы опускаю, это и так понятно. Шьем руками, сидельным швом. Все уже у нас пробито, все намечено, где как что будет стоять. Приступаем к прошивке, и когда уже прошью, покажу, что у нас получилось. Так, карт-холдер практически готов. Теперь находим место, ответное место для кнопки, чтобы все ровненько было. При полном заполнении все, сейчас пробиваем, ставим кнопку. Готово.